Второй лайфхак касается проектирования и сборки электрощитов. В 90% случаев в проекте уже отрисована красивая картинка, вот как-то так, там расположены все автоматики, все это красиво нарисовано, автоматы, реле. При этом не всегда проектировщик учитывает то, что могут быть какие-то добавки. То есть все плотненько, все прям размер под размер. И в то же время, как я уже говорил ранее, то есть может быть на этапе строительства заказчик что-то захочет добавить. Там тот же АВР, БП, молниезащиту, реле напряжения, приоритета, реле плавного пуска для LED света, какие-то мастер-кнопки предложат монтажники щитов, а там уже нет места. Поэтому моя рекомендация не экономить там 3 копейки, разница там щит, он стоит, например, 25 среднего размера и 30 в 2 раза большего. То есть там разница небольшая, то есть чем 2 щита, потом второй добавлять, лучше сразу взять один побольше, с запасом минимум на 50, а можно и на все 100%. Автоматики они любят дышать, чтобы им было не тесно, не жарко, то есть пусть лучше будет просторно, чем не хватит места. Опять же, в этих щитах, ну, в проекте это обычно рисуют, то есть на нижней и верхней генерейке идут клеммные колодки, через которые идет расключение уже кабелей, их там бывает 100-150 в умном доме, а внутрь никто их не заводит, то есть под это все нужно пространство. Берите щит всегда с запасом.